Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я в Ашане сделала некоторые покупки. Сейчас вам их покажу. Я покупками очень довольна. Я купила фломастеры, но я их покупала не в наборе, а поштучно. Цена каждого фломастера была 9 рублей с копейками, ну, около 10. Будем считать, что 10 рублей. Где-то относительно каких-то фломастеров это, конечно, недешево. Но в некоторых случаях это было даже дешево. Не говоря уже о том, что покупая фломастеры поштучно, даже если не совсем выигрываешь в цене, то выигрываешь все равно по факту. Потому что, во-первых, поштучно фломастеры, когда покупаешь, берешь только те цвета, которые или расходуются больше всего, а покупать ради нескольких нужных оттенков целый набор, это как-то, приобретаешь, значит, что-то лишнее. А это лишние траты, да. А во-вторых, когда покупаешь фломастеры поштучно, то можно еще выбрать какие-то редкие цвета, которых просто, может быть, нет, а, например, в раскрасках по номерам они требуются. Вот. А ради редких цветов, опять же, брать целый набор тоже как-то лишние траты. Ну и еще есть один плюс в покупке поштучно, это то, что можно познакомиться с какой-то маркой, потому что, опять же, брать ради знакомства целую коробку, это тоже не всегда выгодно. Ну что ж, давайте покажу, что я взяла. Я взяла 46 фломастеров. Ну и там два цвета будут повторяться. Желтый и еще один. Ну, в общем, сейчас я все покажу. Я уже приготовила блокнот для выкраски. Значит, во-первых, у меня состоялось знакомство с фломастерами Carioca Joy. Там есть целый набор за 1000 с лишним рублей 60 цветов, но я посчитала, что, получается, поштучно мне было взять выгоднее и познакомиться с этой маркой. Я взяла, значит, два желтых, сейчас я опущу камеру. Я взяла два желтых фломастера вот таких. Почему два? Потому что у меня желтые идут тоже довольно быстро, то есть я не скажу, что они улетают с огромной скоростью, но все-таки. К тому же, желтый цвет такой, что, он нужно. Дальше. Взяла два серых, но разных, потемнее и посветлее, как мы видим. Следующее, вот такой вот синий. Вот как раз-таки синий – это основное. То, что синие, голубые, это прям идет с огромной скоростью. Еще выбрала вот такой голубой. Потом я нашла вот такой редкий цвет. Он, по-моему, немножко похож на икеевский, мне так кажется. Хотя, может быть, и нет. Ну, ладно. Короче, он нужный. Следующее – это вот такой цвет. Я не знаю, это, наверное, что-то сине-зеленое такое тоже. Взяла мятный цвет. Это тоже всегда необходимо. Приобрела два зеленых, потемнее, посветлей оттенки. Потом взяла, так, сейчас покажу, 3 коричневых, вот потемней, посветлей, такой как кофейный, и еще вот такой вот оттенок, это, естественно, довольно редкий, по крайней мере, черные, черных у меня, как вы видите, у меня вообще фломастеров много, но они тоже хорошо уходят, поэтому взяла.
Всякие оттенки красных, бордовых я вообще не люблю эти цвета, но тоже нужно, и мне показалось, вот это вот будет интересно. Еще интересен вот такой цвет. Это что-то, да, типа терракотового, может быть. Потом взяла фиолетовый, мне понравился вот такой. Или, я не знаю, как его там правильно назвать. Это у меня папа был фотограф, и он все вот эти оттенки прям идеально знал. Я таких названий-то отродясь не слышала. И еще я взяла 4 фломастера Carioca Joy, которые пастельные такие, видите, сиреневый, там всякие вот такой розовенькие. В общем, у меня теперь есть такой наборчик из 21 фломастера. Ну, вместе я считала именно как без одного желтого. То есть чисто цветов у меня 21 цвет. Я считаю, что это неплохое количество для раскрашивания. Мне вообще 24 цвета везде, всегда, особенно в карандашах хватает, равно как и во фломастерах. Но, правда, когда по номерам раскрашиваешь, тут, конечно, уже требуется большее разнообразие, но вот в качестве знакомства это шикарно, потому что если бы я взяла за 1000 с лишним набор, не зная, какие это фломастеры, а я их хочу потестировать, потому что, может быть, с ними сложится такая любовь, что я приобрету, допустим, еще. Кто знает на самом деле. И, может быть, все цвета возьму, а может быть и нет. Но я рада, что вот у меня такой наборчик, я его сама себе собрала. Это еще, конечно же, не все. Дальше фломастеры Big. Я взяла вот такой фломастер. Ну, это что-то такое, я не знаю, между оранжевым, между коричневым, что-то такое переходное. Естественно, взяла синий, там был. Ну и вот такой вот какой-то цвет морской волны. В общем-то, из того, что там было представлено, это 3 фломастера, которые меня заинтересовали. Так что тоже новая для меня марка. Фломастеры от Big я еще не пробовала. Дальше будет новиночка. Это Happy Color от Bruno Visconti. Мне они понравились по нанесению, по крайней мере, вот я там чуть-чуть попробовала, хотя попробовала я на чеке, там не было рядом никакой бумажки, это немножко другое нанесение, может быть, на бумаге они меня где-то и разочаруют. В общем, я взяла вот такой вот, в общем, цвет, потом взяла еще вот этот цвет, дальше чисто уже всякие синий, темно-синий, вот такой вот, еще вот этот, они отличаются. Голубой взяла, желтый взяла, зеленый. Я вообще, когда попробовала, они мне понравились, и я прям решила, возьму много чего. Взяла 2 вот таких цвета, это повторки, потому что цвета очень интересные. И еще я взяла оранжевый. Ну и, соответственно, теперь у меня Bruno Visconti тоже такой вот небольшой набор из 10 цветов. Но опять же, что ценно, и тут, и тут, и тут, это все нужные цвета. Либо которые, как я уже говорила, уходят с большой скоростью, потому что даже серые уходят очень-очень быстро. Вот либо редкие цвета, либо нужные. Дальше были еще 3 фломастера от Stabilo Power. Как вы знаете, я их тоже очень люблю, потому что они, во-первых, долговечные, их надолго хватает. У меня, например, даже просто пачка лежала около 5-6 лет, и с ней ничего не случилось. Но я их достаточно много использовала, поэтому я взяла 3 цвета, которые, в принципе, там были представлены. И эти именно цвета у меня либо уже закончились, либо подошли к концу. Это, во-первых, вот такой вот, а-ля телесный. Он, конечно же, на деле потемней, но все-таки в каких-то детских раскрасках по номерам все равно кожу, если даже есть примеры, она там идет примерно такая же. Дальше желтый, который тоже всегда нужен, и, соответственно, светло-зеленый был. Вот, так что это я просто дополнила свои наборчики. У меня же их было несколько. Я еще девочкам в посылках отправляла. В общем,
пополнила просто. Дальше было 2 фломастера, цена на которые, конечно, завышена. Вот этот, по-моему, марка «Каждый день», мои любимые. А это я не знаю, может быть, это Центропен, еще что-то. Потому что здесь никаких опознавательных знаков на этих 2 фломастерах нет. Хотя что-то мне подсказывает, что и вот это не марка «Каждый день». Но если они вот как бы, да, похожи, то 69 рублей 24 цвета стоит. Но вы понимаете, что там около 3 рублей получается за штуку, а тут 9. Но я в любом случае взяла, потому что это синие цвета, и они мне нужны. Вот. Тут везде пишущий узел тонкий. Здесь, правда, вот он менее удачный, но это все сгодится. Дальше было 2 фломастера, тоже из разряда пополнила запасики. Это марка Ашан с птичкой. Или набор 36 цветов, или набор 50 цветов. У меня есть и то, и другое. Просто у одного вот такая крышечка, у другого прозрачная. Поэтому я, честно, не знаю, не помню. Но это не столь важно, потому что, в принципе, цвета везде одинаковые и отличаются только по факту крышечками. Ну, так, на первый взгляд. Вот этот цвет у меня и в том, и в другом наборе заканчивается, а он мне нравится, он мне нужен. И вот этот цвет, он, ну, из разряда вот этого. Очень интересный, и тоже я им часто пользуюсь. У меня 2 штуки, вот я взяла 3, пополнить коллекцию. И еще у меня 3 фломастера от Штабила. Это уже было тоже, вот, относится к этому, из разряда нужных цветов и знакомства. Потому что это вот такие фломастеры. Они тоже стоили 9 рублей с копейками. Это называется, сейчас я скажу, Штабила Трио Деко. То есть это фломастеры с блестками. Они, вернее, как то ли под металлик, скорее под металлик. У них толстый пишущий узел, но мы сейчас все это с вами... Я сделаю выкраску, все покажу. Значит, начнем с Carioca Joy. Ну, кто еще не знаком, как и я, вдруг с этими фломастерами, то вот у них такой вот пишущий узел. Они, ну, круглые, так сказать. Ну и давайте вот потестируем. Здесь, конечно же, они будут протекать. Я на самом деле пробовала на обычном листе. Если не проводить по одному и тому же месту, да, много раз, то, в принципе, они в лучшем случае будут чуть-чуть просвечивать. Все фломастеры я еще и в магазине, естественно, проверяла. Значит, серый. Вот, ну а здесь бумага, она такая, не чисто белая и пористая. Вот темно-серый. Ну, мы видим, что, в принципе, опять же, отличается немного. Ну, даже не немного. Потом вот такой. Он более тоже темный, но все равно хороший цвет. Я потом хочу вот сюда наклеить номера. Не сказать, что мне это очень сильно надо, но... Пусть будет. Иногда все-таки это пригождается. Ну, правда, я, как и Виолетта, буду сюда вот наклеивать еще и саму выкраску. Красивый цвет. Вот, ну, здесь, я бы сказала, подходит. Здесь не совсем, но в любом случае. Вот этот цвет. Да, вот он такой какой-то серо-зеленый, что ли, или не знаю. Тоже чуть-чуть темнее, но очень красивый. Который, я говорила, цвет морской волны. Тоже замечательный. Приятно ими раскрашивать. Бумагу, по крайней мере, не цепляют. Никаких проблем нет. Вот что-то такое зелененькое, не знаю, мятное. Ну, тоже, видите, как бы отличается немножко, но не в худшую сторону, то есть интересные оттенки. Вот этот, ну, такой стандартный цвет, и он, в общем-то, соответствует. Дальше вот этот у него, он как припыленный такой корпус у него.
Ну, цвет в конечном итоге довольно стандартный, но зеленые всегда нужны. Коричневые у меня, в принципе, тоже уходят с большой скоростью. Вот этот темный подходит. Ну, то есть все, что стандартное, им, конечно, хорошо удается передавать. Этот вот уже чуть потемней, но все равно хороший. Теперь вот этот. Конечно, корпус у него потрясного цвета. Ну, к слову, и сам цвет интересный, но, опять же, потемнее будет. Это такое что-то кофе с молоком, что ли, не знаю. Черный. Хороший, кстати, черный цвет. Вот такой вот. Ну, сам по себе интересный оттенок, но корпус у него темнее, видите? Типа терракоты. Тоже весьма интересный. Вот в раскрасках по номерам это будет самое то. Потом вот этот вот. Очень красивый. Но он по корпус темнее. Вот здесь вот наоборот корпус светлее. А дальше вот этот вот тоже нежнятинка. Красивый оттенок, хотя отличается. Розовый. Неплохой цвет, очень даже неплохой. Я не фанатка розового, но в данном случае неплохо. И вот самый нежный, посмотрим, как он. Ну, он, конечно, немножко разочаровывает он в рыжину, но вот на эти случаи выкраска-то и потребуется. Дальше фломастеры Биг. Я здесь оставлю, потому что, может быть, еще будет что-то поштучно. Соответственно, хороший цвет потребуется. Потом вот такой. Ну вот здесь вот по соответствию мы видим, да? Чтобы долго не рассуждать. Вот этот я бы сказала, что похож. Далее Happy Color. Вот, вполне себе похоже. Дальше. Здесь, ну, плюс-минус сочетание, схожесть. Тут похоже. Но опять же, да, такая тема знакомая, что все, что редкое, не удается ему соответствие. А тут вот уже идет полное соответствие. Вот этот оттенок. Почти. Ну вот что, как интересно. Хотя на самом деле как корпус интересный оттенок имеет, так и сам цвет. Так что не могу сказать, что это прям как-то плохо. Желтый. Мне приятно их держать в руке. Приятно ими раскрашивать. Вот такой зелененький. Вот этот цвет, который я говорила, посмотрите, какой он красивый. Он точно будет везде востребован. И вот этот вот оттенок. Так, ну, штабилы сейчас я вам отдельно покажу. Ой, это не то. И давайте пройдемся по штабило трио. Вот этот. Ну, на этой бумаге, скажу сразу, теряется. Я пробовала на чеке и на обычном листе. Вот это потрясающе. Вот, но все равно видно, как переливается. Но на обычной бумаге он будет переливаться гораздо лучше. Вот. Вот я по-быстренькому сделала на бумаге выкраску. Смотрится
ну, по-любому, видите, отличается. То есть в раскрасках это будет лучше. Вот примеры вот этих двух. Это Штабила Power и это Ашан с птичкой. Вот тоже видите, какой интересный цвет мне удалось взять. Ну а просвечивает в основном Штабила. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мой инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок, классных покупок. До скорой встречи. Пока-пока.